Приветствую всех любителей рыбалки в Финляндии. На календаре вторая половина сентября. Я снова на озере в Энаявеси и снова буду его разгадывать. Очень много уже снято у меня видео с этого озера. Много поймано рыбы, щука, судак, окунь. И сегодня я хочу полазить по глубинам, посмотреть и просветить их с помощью системы Лайскоп. И я думаю, я смогу найти щуку или судака. Итак, вперед на точке. Маленький судачара. Ну чё ж ты такой маленький-то, а? Ладно. Хороший судачок. Давай отцепимся и гуляй. Давай иди своим собратьям в глубины. Так, второй судак. Побольше нет. Да, этот чуть-чуть побольше. Ну тоже малышня. Да, хорошо. Система Лайскоп рулит. Давай открой пасть. Выпустим тебя. Давай. Раздуло вообще капитально. Тут на волнах качался часа два. Поймал пару небольших судаков, но это реально не рыбалка. То есть качает с этим лайфскопом, на мотор передний встаешь, его крутит, волной сносит, ветром сносит. Не рыбалка. То есть часа 2,5 я, как сказал, уже помучился. Сейчас быстро подниму лодку и перемещу где-то в 30 километрах на речку. Видел я там тоже больших крокодильчиков. Посмотрю сейчас, что там творится, если что, поймать попытаюсь. А в Энаявеси остается загадочное озеро. Здесь, к сожалению, да, как только будет ветреная погода, оно все продувается. И, конечно, здесь нереально что-то искать. Поэтому на рыбалку надо, когда сюда выходить, выбирать более спокойную погоду. Все, поднимаю лодку и на речку. Спустил лодку на реке, минут 20 уже ловлю и сразу же взял судака. Сейчас покажу. Хороший такой, хороший судачара. Вот он такой вот судак. Возьму тебя, дружище, на жарилку. Делаю все стандартным образом. Под основным мотором иду медленно, прокручиваю датчик в разные стороны. И на экране смотрю, чтобы что-то появилось. Вот как они выглядят на эхолоте. Я думаю, это судаки. Кто это еще может быть? Вон там лодка на троллинг. Похоже, взяли тоже судачка. Выматываются. Да, там какая-то рыба есть. Судачар. О. Вот такая толстая рыбеха. На этом у меня все. Удачной рыбалки, классного отдыха в Финляндии.